Здравствуйте! В этом видео коротко и емко 12 шагов на пути к женственности. Итак, первый шаг. Найдите себе образ женщины, которая вам кажется женственной. Это может быть либо живой реальный человек, с кем вы общаетесь, или может быть подруга мамы, подруга вашей подруги. А может быть образ из экрана, из какого-то фильма, из какой-то передачи, какой-то ведущий. Возьмите себе женщину как эталон, но не вымышленную, да, а реально существующую, за которой вы можете подсматривать. И вы будете как будто обезьянничать и, знаете, как снять лекало, да, в швейном деле. То есть вы будете снимать с нее лекало, вы будете обезьяничать с нее, вы будете иногда вспоминать, наблюдать за ней, нужно наблюдать за ней, да, и выхватывать какие-то детали, как она двигается, как она говорит, и пробовать это повторить, как актер играет в театре, пробовать играть роль этой женщины. Второй шаг. Женщина, она расслаблена. То есть женственность может быть только в достаточно расслабленном состоянии. Чтобы расслабиться, быть спокойной, нужно найти место, где вы напрягаетесь, точки напряжения в вашей жизни. Подумайте прямо сейчас, что в вашей жизни вас напрягает. Напишите в комментариях, обозначьте это, как будто вы оставите это как якорь. Вот, я сделала, я нашла, меня это напрягает. И прямо сейчас подумайте, как вы можете это решить. Третий шаг – это одежда. Здесь будьте очень аккуратны. Люди часто думают, что одежда многое решает. Она решает, но, знаете, на первые секунды знакомства, пока мы видим человека со стороны как картинку, когда человек, даже прекрасно подобающий, одетый, начинает двигаться и говорить, состояние его выдает, голос выдает, мимика, сжатые мышцы. Дело в том, что достаточно женственная женщина, одетая в обычные джинсовые, например, шорты и какую-нибудь майку-алкоголичку, не потеряет своей женственности в глазах других людей. Она все равно будет ощущаться женственной. Но если вы сегодня чувствуете, что вам женственности не хватает, то, конечно же, попробуйте добавить ее себе за счет одежды. Но поймите, как это будет работать, очень важно, да. Вы опять-таки как актер как будто переоденетесь в какую-то роль. Если это какая-то конкретная одежда ассоциируется у вас с женственностью, то вы через эту одежду сможете немножко войти в это состояние. Что конкретно для вас в одежде является образом женственности? Может быть, это юбки, но не факт, может быть, это что-то другое. Вообще любая одежда, которая вам очень нравится, добавляет вам приятного в ваше состояние. Поэтому пофантазируйте. Если я вам просто скажу юбку, сережки, ну это будет, возможно, очень банально. Вам нужно найти что-то свое. В чем вам захочется быть плавной и мягкой кошечкой. Подумайте об этом. Единственное, что в одежде точно будет лишним, так это Микки Маусы, Мишки и прочие образы детской одежды. Я не против этого тотально, то есть если это ваша любимая пижама, например, какая-то домашняя одежда, окей, но если вы выходите в люди, то все детское нужно убирать, если вы старше, чем человек 20 лет. Четвертый пункт – это полюбить свое тело. Женственная женщина, она чувствует свое тело. Невозможно чувствовать тело, если вы с ним не в контакте. Если вы с ним в контакте, то вы его любите, понимаете? То есть это все об одном и том же. Полюбить свое тело, чтобы его полюбить, нужно им заниматься. Что именно вы будете с ним делать? Будут это спорт или массажи, или просто гладить себя по ручке, не знаю, по плечам, что угодно, что будет приятно вам. Любовь и влюбленность не одно и то же. Я говорю эту фразу очень часто в своих видео. И если уж так не сложилось, что у вас с вашим телом случилась влюбленность, точнее она не случилась, а влюбленность это мгновенная. Знаете, как растворимый кофе. Сыпанул в кипяток порошка растворимого, буквально разочек провернул ложкой, и вот он, мгновенный кофе. Это влюбленность. А любовь – это процесс. Это как кофемашинку нужно включить,
заложить определенные, допустим, капсулы, нажать какие-то кнопки и подождать. То есть нужно что-то сделать, и это дольше по времени обычно. Поэтому также и любовь с телом. Вам нужно что-то делать, что-то, что дает вам контакт с этим телом, чтобы вы его трогали, или кто-то его трогал, например, массажист, чтобы вы его растягивали. Вообще женственность — это также про пластичность и про гибкость и тела, и в том числе черт характера. Поэтому если вам интересна какая-нибудь йога, растяжка, да, все, что помогает сделать тело более гибким, используйте это, занимайтесь этим. 5-й пункт. Женственность — это забота. И здесь очень часто женщины совершают ошибку, когда спешат заботиться о ком-то. Нет, сперва забота о себе. Женственность — это забота о себе каждый день, даже тогда, когда у вас нет сил и вы устали. Это вот такая обязанность женская — заботиться о себе. А о других заботиться — это тоже хорошо, это тоже про женственность. Но о других заботиться нужно лишь тогда, когда вы полны сил, когда у вас всего достаточно, и тогда вы от этой достаточности, от этого изобилия в своей жизни, в своем состоянии заботитесь о других. Если у вас сейчас недостаточно, чтобы заботиться о других, это значит, вы плохо заботитесь о себе. Если вы плохо заботитесь о себе, значит, вы не добавляете себе баллов к женственности. Понимаете, это вот такая, получается, такой кубик-рубик, куда ни крути, все равно ты вокруг одного и того же. Сначала заботиться о себе. Это прям обязанность, это женский долг. Заботиться о себе. И это и про внешнее. Мы сейчас перейдем к следующему интересному пункту про макияж. И про внутреннее. Заботиться о том, чтобы у вас была возможность быть спокойной, потому что у многих женственность ассоциируется со спокойствием. Но если вы находитесь в ситуации, в которой невозможно быть спокойной, это говорит лишь о том, что ваша обязанность позаботиться о себе и организовать себе место в жизни, в котором вы сможете быть спокойной. Следующий пункт — это макияж. Полюбите макияж. Он бывает разным, ему нужно научиться. Это не обязательно про красные губы или про ярко накрашенные глаза. Это может быть какой-то вообще минимальный. Вот буквально 2 штриха каких-то дорисованных волосков на бровях. Это может не быть тушь, если вы не хотите. Может быть вот буквально 2 раза кисточкой слегка бежевых теней. Это может быть реально минимальный макияж, но полюбите его. При этом, конечно же, без фанатизма. Целыми днями ходить с косметикой — это тоже нехорошо. Кожа устает, да и зачем она нужна? Но тогда пусть у вас действует одно правило. Если вы без макияжа, это значит, что вам нужно украсить себя чем-то другим. Макияж, он же про то, чтобы украсить то, что уже есть, да? Если без макияжа, тогда вам нужно украсить себя либо хорошей прической. Это когда чистые волосы, и они как-то уложены, как вам нравится. Или здесь на выбор красивой одеждой, красивой подобранной. Она может быть простая, но подобранная. То есть чем-то одним хотя бы вам нужно украсить себя обязательно. Если есть возможность, украшайте макияжем. По настроению, по состоянию, по вашему вкусу. Но если макияж не используете, да, помните правило 2 на выбор. Или хорошая прическа, хорошее состояние волос. Они должны быть как-то уложены, что вы с ними делаете, что вам подходит. Или красиво подобранная одежда. Если у вас нет ничего из этих 3 компонентов, значит, вы вообще никак себя не украсили. Тогда минус балл от женственности. 7-й пункт. Наслаждаться моментом здесь и сейчас. Замедляться и останавливаться. Вот проживаете вы какой-то день, и есть у вас гонка, вы спешите, вы устали. Остановитесь буквально на 3-4 минуты. Просто остановитесь и почувствуйте пространство, в котором вы находитесь. Если у вас день не проходит в какой-то гонке и суматохе, может быть, он проходит, наоборот, ленивое в прокрастинации, может быть, вы просто держите телефон и что-то там постоянно листаете, отвлекаетесь. Окей, остановитесь даже в этот момент и почувствуйте пространство, в котором вы находитесь. Почувствуйте свое тело.
это прибавит вам женственности. 8 пункт – доброта. Опять-таки, как и забота, в первую очередь к себе. И только если у вас достаточно доброты к себе, тогда вы проявляете ее к другим. Конечно же, женщина, которая добрая, она более женственна в глазах других людей, чем женщина, которая не добрая по отношению к другим. Но это только при условии, если вы достаточно добры сама к себе. Что такое быть доброй к самой себе? Очень просто. Женщина, которая добрая по отношению сама к себе, не будет ждать, например, волшебного пенделя. Я обожаю приводить в пример эту фразу, которая гуляет по интернету. Мотивация, волшебный пендель, сходить к коучу, замотивироваться, чтобы кто-то меня куда-то подтолкнул. Это не про доброту. Доброта — это про то, чтобы дать себе столько времени, сколько вам нужно. И это касается всего. Дать себе поспать столько времени, сколько вам нужно. Дать себе на похудение столько времени, сколько вам нужно, даже если это будет 10 лет. Это про доброту. Дать себе время на все, что вы хотите, столько, сколько вам нужно. Не превращайтесь, пожалуйста, по отношению к себе в того злого родителя, который попрекает, погоняет маленького ребенка. Станьте по отношению сама к себе той доброй мамой, которую хочет иметь каждый ребенок. Следующий пункт. Постоянно развиваться. Если вы будете развиваться, вы будете интересны. У вас будут светиться глаза. Развитие, образование, узнавание нового запускает как будто движение энергии внутри нас. То есть в нас что-то начинает двигаться и шевелиться. И это тоже про женственность, потому что женская энергия в вас есть по-любому, если вы родились в женском теле. Однозначно она есть. Но часто вы не чувствуете себя женственной, потому что вы, в принципе, находитесь в состоянии какого-то застоя. Все, что застаивается, превращается в болото. Такое серое, унылое, явно болото не является ассоциацией женственности. Женственность — это как вода, которая может двигаться, которая легкая, прозрачная. Развитие, такое, знаете, умеренное, с добротой и заботой к самой себе. Развитие помогает вам дать движение внутри себя, движение энергии. 10 пункт. Проживать все свои эмоции. Вообще женщина от мужчины отличается тем, что женщина больше в контакте с эмоциями, чем мужчина. Мужчины, они меньше про эмоции, они больше про разум, женщины больше про эмоции. Но нас, женщин, очень часто пугают наши эмоции. Вот если я злюсь, и я сейчас покажу миру эту злость, то получается, я не буду доброй в глазах других людей, значит, не буду женственной. И тут ошибка, тут неверно. Любое чувство, которое приходит в ваше тело, полезно проживать и отреагировать. Мы обычно с детства не умеем это делать, нам в детстве часто запрещали выражать свои негативные эмоции, и в этом вся проблема. Но смотрите, как это происходит. Если вы хоть какое-то чувство через себя не пропускаете, не проживаете, оно у вас застревает, как засор в шланге. Это нездоровое очень состояние. Это одинаково не здорово и для мужчин, и для женщин. Но женщина, которая проживает свои эмоции, на самом деле она прекрасна. Пусть лучше вы позлитесь 5 минут, когда вы дадите волю чувствам. Вы можете даже материться, делать что угодно, в разумных пределах, не обижая других людей. То есть если вы выберете материться, пожалуйста, материтесь в никуда, в воздух, да, не на человека, который является, возможно, источником злости для вас сейчас. То есть женственность допускает яркое проживание даже негативных, сложных эмоций, и это будет хорошо, если вы будете это делать, потому что как только вы даете волю своим эмоциям, они достаточно быстро заканчиваются, и вы не мучаетесь. И тогда вы прожили эту волну ярко, а дальше у вас наступает спокойствие, и у вас там есть дальше место и для доброты, и для заботы о себе, и для спокойствия. Посмотрите на простой пример. Есть такой образ, говорят, сука, женщина сука, да, вот сучка какая-то. Сучка может быть женственной? Сучка может быть женственной? Конечно, может.
То есть яркое проживание каких-то неприятных, сложных эмоций, оно не исключает женственности. И особенность здесь в том, что как только вы начинаете ярко проживать все эмоции, они достаточно быстро проходят, сменяются какими-то другими. 11 пункт. Искренность, ранимость и открытость. Вот какие качества присущи женщине, которая женственная. Не бойтесь своих слез. Если вот вы чувствуете, что слезы подкатывают, заплачьте, не тормозите это. Женщина, которая плачет, она женственна. Это абсолютно нормально плакать на людях. Если вы стесняетесь плакать на людях, это нужно проработать. Потому что тогда вы прячете свою уязвимость. Значит, вы не разрешаете себе быть уязвимой. Но женственная женщина, она уязвима и открыта. Разрешите себе быть уязвимой при людях. И последний, 12 пункт. 12 шаг. Сделайте хотя бы что-то одно из того, что я перечислила. Впереди в этом видео было целых 11 пунктов. Это много. Очень часто люди совершают такую ошибку. Они хотят что-то изменить в своей жизни. Включают, например, YouTube или какие-то другие соцсети. И листают один за одним материалы, информацию, узнают, но реальных шагов так и не делают. Это, знаете, как в анекдоте. Я очень хочу, чтобы эта информация вам запомнилась, а запоминается нам юмор про секс или про насилие. То есть наш мозг воспринимает какие-то трэшовые вещи, поэтому я вам расскажу один анекдот. Онанист очень хотел отношений, но он все время онанировал. И делал он это в одиночку, да, на картинке женщин. И так и не было у него отношений. Это был анекдот, и сейчас я могу добавить фразу «здесь нужно смеяться». Если вы правда хотите быть женщиной, не делайте такую ошибку. Не надо просто листать тоннами контент. Просто сделайте хотя бы один какой-то шаг из тех 11, что я перечислила. Напишите в комментариях, что вам откликается, потому что делать все подряд, может быть, не стоит. Может быть, вам будет достаточно 1-2 пунктов. Прямо сейчас примите решение, что вы сделаете. И прямо сейчас ответьте на еще один вопрос. Как вы поймете, что вы достаточно стали женственной? Как вы поймете, что вы вообще стали более женственной? Как вы поймете о том, что это случилось? Я не всегда чувствовала себя женственной. У меня, помню, прям после рождения второго ребенка была такая проблема. Мне казалось, что мне чего-то не хватает, и я определила для себя, что мне не хватает женственности. И зашла на YouTube, написала в Гугле, в поисковике, как стать женственной, открыла какое-то видео, посмотрела. И так, в принципе, начался мой путь самообразования, прохождения каких-то курсов, и потом я стала психологом. И вы знаете, сейчас я понимаю, что я 100% женственна. Я в этом уверена на 100%, потому что люди мне об этом говорят. Мне говорят об этом и женщины, и мужчины. И поэтому я получаю обратную связь от мира и понимаю, что я женственна в их глазах. И тогда я начинаю замечать в себе, что конкретно во мне изменилось. Изменилось состояние. Из-за состояния уже изменилась любовь к макияжу, выбор одежды может быть другой, спокойное состояние пришло. Ну, у меня это был процесс, так как я сама психолог, должна ходить обязательно в психотерапию, что я делаю. С этапами психотерапии я становилась все более и более спокойна, и именно в спокойствии пришла эта самая женственность. И дальше уже как следствие подтянулись какие-то другие внешние изменения. Но можно пробовать и иначе, можно пробовать добавлять в себе вот эти детали. Прямо сейчас прошу вас, определите, что вы можете изменить вот прям завтра. Что вы можете попробовать сделать? Поделитесь в комментариях, напишите, я захожу в комментарии и прочитаю то, что вы напишете, как-то на это отреагирую. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, и подписывайтесь на канал. До встречи!